Привет, друзья! После исторического провала в первом туре перед Германией встал вопрос, может ли страна вообще получить стабильное правительство, или нас ждет хаос и ослабление доверия к политике. И сегодня вы узнаете, как эта драма влияет на наше будущее и всю Европу. После многочасовых обсуждений ситуация прояснилась, несмотря на провал в первом туре выборов канцлера. Фридрих Мерц решает не отступать и в тот же день делает вторую попытку. Политические силы, Христианско-демократический союз, Социал-демократическая партия Германии, партия Зеленых и Левая пришли к соглашению. После того, как лидер ХДС Фридрих Мерц потерпел неудачу на первом этапе голосования за пост федерального канцлера, было решено провести второй тур уже прямо сегодня. В Бундестаг внесен соответствующий запрос, согласованный коалиционными партнерами Союзом ХДС, ХСС и СДПГ, а также с представителями фракций Зеленых и Левых. Основная цель – включить второй тур выборов в повестку заседания парламента. Однако, чтобы этот запрос был принят, требуется большинство в 2/3 голосов. Для достижения такой поддержки черно-красная коалиция, то есть ХДС, ХСС и Социал-демократическая партия Германии, необходимо заручиться голосами от оппозиционных фракций. Поддержка партии «Альтернатива для Германии» АДГ, которая классифицируется как крайне правая, при этом не требуется и в расчет не берется. Голосование назначено, напомню, на 15 часов 15 минут по местному времени. Глава фракции блока ХДС-ХСС в Бундестаге Йенс Шпан подтвердил, что Фридрих Мерц вновь будет участвовать во втором туре. Шпан заявил, цитата, «Вся Европа, возможно, даже весь мир следит за этим голосованием». Он добавил с пафосом, «Я призываю всех осознать эту особую ответственность». Утром же Фридрих Мерц, напомню, потерпел историческое поражение, ему не удалось набрать необходимого количества голосов. Поэтому глава СДПГ Ларс Клинбель выразил уверенность, цитата, «Я исхожу из того, что сейчас во втором туре необходимое большинство будет достигнуто, и Фридрих Мерц станет следующим федеральным канцлером нашей страны». Конец цитаты. По его словам, учитывая международную ситуацию, экономические трудности и нарастающую поляризацию внутри Германии, стране как никогда необходимо стабильное и функциональное правительство, способное быстро и эффективно работать в рамках четких и надежных структур. Тем не менее, уже сейчас произошедшее можно назвать настоящим политическим провалом. Чтобы победить в первом туре, Фридриху Мерцу нужно было заручиться как минимум 316 голосами. Однако он получил лишь 310. Несмотря на то, что коалиционные фракции ХДС, ХСС и СДПГ располагают в общей сложности, напомню, 328 местами в парламенте, Мерц не смог получить даже минимальное количество большинства. Кто именно отклонился от партийной линии, остается, конечно же, неизвестным, так как голосование, что правильно, было тайным. Именно по этой причине итог второго тура предсказать невозможно. Ясно одно, поражение в первом туре уже нанесло удар по политической репутации 69-летнего Фридриха Мерца. Этот инцидент, безусловно, может бросить серьезную тень на всю его потенциальную канцлерскую каденцию, если, конечно, до нее вообще дойдет дело. Хочу отметить, что за всю историю Федеративной Республики Германия ничего никогда подобного еще не происходило. Еще ни разу после парламентских выборов и успешных коалиционных переговоров предполагаемый кандидат на пост канцлера не терпел поражения при голосовании в Бундестаге. Но почему же не хватило голосов? Вопрос. Ведь до заседания представители ХДС и СДПГ уверяли, что все их абсолютно депутаты будут присутствовать. Однако, судя по итогам голосования, как минимум 18 парламентариев не поддержали кандидатуру Мерца. А возможно, и было и больше. Вы знаете, я подумал, что теоретически, конечно, возможно, что кто-то из оппозиции проголосовал за Мерца, что делает итог еще более загадочным и интригующим. С точки зрения главы института Форса, поражение Фридриха Мерца в первом туре голосования за канцлера играет исключительно на руку партии «Альтернатива для Германии» АДГ. Руководитель Института общественного мнения Манфред Гюльнер считает, что в случившемся виноват отчасти и сам председатель Христианско-демократического союза Фридрих Мерц. Он подчеркивает, что происходящее – это не просто неудача, а по-настоящему драматическое развитие событий. Манфред Гюльнер в своей оценке делает акцент на том, что именно партия «Альтернатива для Германии» выходит из этой ситуации победителем с временным провалом попытки избрания Мерца на пост федерального канцлера.
По его словам, доверие к политическим институтам продолжает разрушаться, и в итоге это приводит лишь к одному результату – в выигрыше оказывается альтернатива для Германии. В нынешней ситуации, по мнению Гюльнера, партиям Союза и СДПГ срочно нужно заниматься минимизацией ущерба. Он предупреждает, что новому правительству в любом случае будет чрезвычайно трудно вернуть утраченное доверие граждан. Гюльнер прямо заявляет, цитата, «Альтернатива для Германии – это главный победитель этого провала». Причины поражения Мерца, по словам эксперта, кроются не только в политических обстоятельствах, но и в его особом стиле ведения политики. Цитата. «Стиль, основанный на чрезмерной конфронтации, не вызывает симпатии у населения». Поясняет он, уже в момент выдвижения кандидатуры Мерца даже многие члены самой ХДС считали, что существовали более достойные альтернативы, и даже если в итоге ему все же удастся стать канцлером, добавляет Гюльнер, его позиция будет значительно ослаблена уже с самого начала. Гюльнер также напоминает, что в ходе избирательной кампании Фридрих Мерц допустил ряд серьезных ошибок, которые привели к ухудшению его позиции. Цитата. «После распада коалиции светофора победа Союза казалась почти гарантированной», говорит социолог. Однако совместное голосование с альтернативой для Германии по вопросу миграционной политики привело к тому, что Мерц фактически укрепил не только правых популистов, но и левую оппозицию. После выборов, продолжает эксперт, еще одним ударом по репутации стало нарушение ключевого предвыборного обещания – сохранение долгового тормоза. Это вызвало разочарование среди части электората, отмечает Гюльнер. Еще раз напомню, друзья, что Фридрих Мерц неожиданно проиграл в первом туре голосования на пост федерального канцлера, что стало настоящим политическим шоком. В настоящий момент фракции ХДС, ХСС и СДПГ, Зеленые и Левые партии ведут эти переговоры о дате проведения второго тура, который должен состояться, скорее всего, сегодня после столь чувствительного поражения. Это по-настоящему драматическое развитие, подчеркивает Манфред Гюльнер. Такого еще никогда не происходило за всю историю Федеративной Республики Германии. А теперь давайте обсудим, чем бы ни завершился второй тур, кризис доверия уже стал реальностью, и теперь каждый мой зритель должен сам оценить, есть ли у Мерца шанс стать канцлером, которому поверят. Подпишитесь, чтобы не пропустить новости Германии, и спасибо за просмотр.